Всех приветствую. Итак, приехали мы на объект. Объект находится 7 минут от моего дома. В хорошем райончике, называется он Лейк Парк. Посередине нейборхуда здесь озеро. Красивое озеро, большое. Много улочек вот таких аккуратненьких. Что мы здесь делаем? Делаем здесь реконструкцию ванны, душа. Сейчас я вам покажу, что у нас сегодня ждет. Поработаем сегодня денечек. Вот моя ласточка стоит. Ласточка. Номеров нету, видите, передних номеров здесь может и не быть. Такая вот улочка, заборчики, видите, аккуратные. В основном это у кого есть собаки. Уголочек наш, что нужно мне сегодня сделать, да? Помним, да, что я не специалист, я помощник. Сейчас будем устанавливать вот кормилицу нашу. Кормилица кормит нас, прокармливает. А плиточка у нас здесь будет вот такая. Давайте одну возьмем. В принципе, момент демонтажа и подготовки уже прошел. Мы много что сделали, я сейчас покажу вам. Ванну, кстати, тоже мы ее уже примерили. Под нее сделан уже корпус. Туалет поставим, тот, который был. Такой гаражик нам здесь выделили. Здесь, видите, уже грязно. Здесь я подготавливал и пилил драйвол, он здесь называется. Смесь бетона и гипса. Это не гипсокартон, это такой драйвол, так и называется. Посмотрим. Такой дом, хозяин дома. Смотрите сразу, что мы делаем. Мы устанавливаем такие баррикадки. Баррикадки везде. Завешиваем, чтобы не пылить. И заходим в святая святых. Вуаля. Здравствуйте, Александр. Это специалист широкого профиля. На самом деле прекрасный человек и прекрасный специалист. Привет его семье, кто будет смотреть. Хочет записать свою историю, может быть, это ему быстрее поможет. Что мы здесь сделали? Точнее, сделал Александр, а я ему помогал. Был демонтаж полностью, содрали линолеум. Кстати, здесь необычный момент, что бетон в основном на домах здесь дерево. Мы это все разобрали. Стояла старая ванна, мы ее распилили, вынесли, сделали цемент-борд, это называется, да. Прокрутили цемент-борд. Александр собрал каркас. Вот такой каркас собирается. Грубо говоря, как строили шалаши в детстве. Здесь клиенты попросили, чтобы было окно в душевую, чтобы свет попадал. Сегодня задача по максимуму начать класть плитку вот сюда и вот туда. Кладовка, музычка здесь у нас играет, басит. Саньки новый пылесос пришел, $220. А вот эта штука 180. 180. Название кто правильно прочитает, чтобы не материться. Произошло небольшое распределение обязанностей. Мне нужно будет сейчас здесь приготовить все для резки плитки. Мне выделили кусочек плоскости, которое нужно уложить. Плиточку берем, пойдем попробуем сделать раскладку. И Алга Комсомол. Привет казахам. Кершес. Берем плиточку и погнали. С этой стенкой. Мы начнем здесь, грубо говоря, там с половинки и можем где-то разойтись, у нас может вот тут не сойтись. Вот лицо специалиста, друзья, который учится работать в американском. Человек-специалист привык работать в России. Делать, класть нормально плитку. Ровненько, все четко, все, чтобы по уровню. А здесь освещение какое происходит у людей, которые приезжают в наши состройки. Ломают уровень об голову, заставляют тебя сжечь перфоратор. Вот, на самом деле Саня в шоке, потому что ему босс объясняет, как проще это сделать, быстрее. А Саня как бы привык делать так, как нужно, по меркам СНГ. Ему начальник говорит, выключи вообще лазер и гони так, как есть. И как сойдется, так сойдется. Итак, пила установлена, вода у нас рядом, идет с дома. Кстати, здесь здорово сделано, у них всегда все под рукой. Вот она, кормилица наша, вот так выглядит. Деволт. Запитались мы из гаража. Следующий шаг — аквастоп по-нашему, water guard, вот это называется, охранник воды. Нужно сделать гидроизоляцию, да, Саша? Итак, мы готовы приступить к следующему этапу. Александр включил себе здесь свет. Закончили гидроизоляцию. Ведро называется вот Худрабан. Килограмм, наверное, 25, $320.
Клеек я покажу вам с Версабон. Как он выходит, естественно, клеечек белый. Ну что, let's go, плиточка готова, сейчас подтащу еще. Погнали наших городских. Что нам нужно сделать? Нам нужно искать центр. С одной рукой это все не очень-то благерить, честно сказать. Тяжеловато с одной рукой благерить. Заметили, да, какая рулетка? Не сантиметровая, инчевая. Инчи на самом деле гораздо привлекательней, на мой взгляд, чем сантиметры, и работать с ними гораздо легче. Рулетка инчевая, она, так сказать, более удобна, чем сантиметровая, на мой взгляд. Но многие приезжают и тоже как бы мучаются. Почти 13 инчей, 6,5 у нас будет эта половина. Вот здесь, 1/2 это называется. Окей. Теперь это делается следующим образом. Ставим. Здесь можно это сделать вот так. Вот так. Здесь смотрим, да, будет. Две плиточки почти ровные. С одной стороны, конечно, да. С одной рукой пилить, конечно, не очень хорошо. Окей. Настолько мы промахнулись. Поэтому надо завязывать с камерой с одной рукой. Вот. Но они нам тоже пригодятся, не переживайте. Мы их используем. Но, конечно, сделать это нужно гораздо лучше. Вот. Поэтому идем дальше. Перемерили, взяли 6,3/8. 6,3/8 будет, мне кажется, сейчас получше. Посмотрим. Не может человек отказаться от лазерного уровня, понимаете? Слишком он был рядом долго с ними. Здесь у меня раскладка вот такая. Вот так. Получается, здесь кусочек, и вон там маленький кусочек. Вот стою, думаю, как его раскидать более интереснее. И получается, в любом случае, кусочки маленькие где-то будут. Поэтому можете ставить их на этой стороне. Она более так не видная, грубо говоря, отсюда. А эта сторона, она будет ровненькая. Маркеры Milwaukee очень крутые на самом деле. Они воду прям разгоняют. Нам особо не нужно миллиметража здесь, потому что здесь станет ванна, да, и закроет у нас еще вот столько ванна закроет. Поэтому такую раскладочку все-таки я придумал. Как придумал я, так разложил, Саша утвердил. Здесь в любом случае останется кусочек, и никуда мы от него не денемся, потому что здесь целая плитка, сильно его никак не разыграешь. Александр, в 2 словах о укладке плитки здесь. Правду сказать? Запикаем, Сань, запикаем. Шляпа полная. Ай, надо привыкать. Я пока просто делаю раскладочку без клея. Все выложу и потом на клей закидаю. Саша делает нишу. Выгнал на клей, грубо говоря, метр. Вот будет ниша такая. Пойдем посмотрим, что у нас на улице. На улице прекрасная погодка. Сейчас в Северной Каролине 30 января. Погода просто чумовая. Это вообще amazing. It's beautiful. Пилим. Продолжаем пилить. Время к ланчу. Через 10 минут ланч. Погнали. Готовимся к ланчу. Набираю здесь водички. Вот моя красавица стоит. Пришел бампер мне, $250. Заказали в цвет, пришел не в цвет. Вот эта крышка тоже заказывали в цвет, пришла не в цвет. Все, что нужно знать о сервисе в Америке. Вот здесь я мою ведерочко, чтобы вам телефон туда не упал. Приезжайте к нам в Америку. В Америке классно, солнечно. Доллары, главное, растут на деревьях. Если бы долларов на деревьях не было, кто бы сюда поехал? А так пришел с утра, собрал их и пошел. Если вы планируете переезжать в Америку через Мексику и у вас есть вопросы по поводу политического убежища, кейса, его устройства, доказательной базы, адвокатской практики, у меня для вас есть выгодное предложение. В свое время, когда я планировал переезд, я потратил очень много времени, сил, нервов и денег, чтобы найти информацию, которая могла и может мне помочь. Я ее нашел, употребил, я ее скомпоновал и готов предоставить ее для вас. Я провел более 70-часовых созвонов и тематических бесед на тему политического убежища, устройства кейса. Ведь важно, чтобы для переезда в Америку у вас было основание для запроса политического убежища. Я не рекомендую переезжать никому или планировать переезд, кто не имеет кейса.
Это важно. Приглашаю вас на созвон со мной, напишите мне в личку в Telegram, и мы обязательно запланируем время для звонка лично с вами. Спасибо, что поддерживаете нашу семью просмотрами и то, что приходите к нам на тематическую беседу. Александр в окошечке. Здравствуйте, а почем компот у вас? Каша сегодня есть гречневая? Почем? Есть. По пару баксов каша? Да. Каша мать наша. Александр вот уже на стремяночке сделал красивую нишу. Давайте. По метке? Ага. Все, Александр говорит по метке. Все, идем. Допиливаю, ведерко помыл и иду ланчевать. Работа. А обед по расписанию. Сегодня у нас прекрасный обед. О, это кто мусорит в машине, блин? Запарили, блин. Кто-то прорывается сюда и мусорит здесь, а потом, вот говорят, американцы грязнули, блин. Какой-то американец по-любому ездил. Вот обед, лучший обед на Западе. Секретная коробка, Secret Box. Вот, что там сегодня? Возможно, там сегодня лобстер, возможно, креветки. Кстати, вот как вы думаете, что там сейчас будет? Возможно, там суп из 7 круп, 6 покрошен. Ну, понятно, это другие уже истории. А где же мы будем есть? Где же у нас стол? Вот можно вот это взять как стул, а стол вот, допустим, на плитке. Или в ванну залезть вот. В ванну. Опять шутки 18+ получается. Смотрите, что здесь, ё-моё. Так в углу стоит, хоть, блин, достать его, расправить, что ли, позорище. Классный флаг, кстати, мне нравится американский флаг. Make America great again. Давайте, чем мы питаемся, смотрим. Че, блогерам третью руку не продают, что ли, блин? Посмотрите, в комплекте, может, китайцы, уже китайские дети собрали. О, кола. Хлеб. Ё-моё, блин, ягоды. Сладкого нет ничего, капец. А здесь гречка. И знаете что? И вчерашний стейк, ребят. Я вчера захотел стейков. Пошел, купил мясо. Короче, там стейк, говяжий стейк, и все. Сладкого нет. Это печально, поэтому... у нас же валялась шоколадка, мы же нашли. Вот она, сладенькая-то. Hershey's. Мистер Бист, знаете, как говорит? Я дам тебе $100 и шоколадку, если ты скажешь, что Hershey's отстой, а мои шоколадки это прикольно. Кстати, кто знает, кто такой Мистер Бист? Напишите в комментариях. Также надо говорить, напишите в комментариях. Видео будет долгое, но все жаловались, почему я снимаю короткие видео. Вот вам долгое. На 12 часов сейчас как сделаю. Вот и смотрите. Вот он тоже вышел с кафе. Тоже с пепси, смотри. Но самое главное, шикарная достопримечательность нашего обеда. Александр возит с собой вот такую штуку всегда, чтобы всегда обед был горячий и настроение было лучше, да, Саша? Как дома. Как дома. Это самый главный инструмент на объектах. Вот он. А что у вас? Сегодня что это? Равиоли? Пельмени. Американские пельмени, короче, и то итальянские. На коде здесь, да? Код поставил, все, поехали кружиться. Директор нам забыл дать указание, что здесь будет вставочка из 2 маленьких таких черных плиточек. Короче, ребята, время послеобеденное, время, по-моему, 2:40. Закончил здесь, на клей посадил это все дело, вроде без видимых косяков. Саша продолжает здесь вот эту стеночку. Следующее, сейчас гоним вверх. Я выставил уровень. Поймать вот этот уровень, да, прочерчу сейчас карандашиком. Пойду вверх. Сначала с этой стены, руководитель сказал, а потом боковые стенки. Хозяйка нам принесла донатс, пончики. Сейчас перекусим. Водичкой тоже холодненькой подпаивает. Let's go, work. Время почти 5, мы еще на работе. Вымерил вот здесь бортик наполовину. Сделал разметку. Задача до сегодняшнего уезда докидать, получается, вот до сюда, до верха. И вот до сюда. Погнали. День такой долгий получается сегодня. Ребятушки, засниму видосик предпоследний, наверное, потому что сейчас темнеет. Будет плохое качество, но в целом мы закончим, наверное, в течение минут 40-50. Все, завтра у Саши день рождения у дочери. Я буду с Витей, нас здесь завтра не будет, поэтому чуть-чуть так им оставить порядочек. Вот, получилось 10 часов. У меня в районе $300. Плоскость, 2 стеночки, плюс в гараже здесь мы перебирали, переставляли, такие мелкие задания еще делали. Много времени занимает, что ходишь, выходишь, проходишь до пилы. В целом хороший день, тепло, говорят, холодов уже не будет. Все классно. Поэтому я сейчас заканчиваю, руки мою, кормилицу перенесем в гараж. В гараже я немножко подуберусь, сейчас тоже там пропылесосим и домой к девочкам.
Уголочки свежие, с них мы сейчас еще пильнем. Все, мы закончили. 10 часов. Нам под занавес еще принесли мака, хозяйка. Вот, говорит, вы что гоните? Говорит, давайте ешьте, вы что. Классно поработали. Мы сделали немного, фартук закидали. Здесь, помните, Саша-то что делал? Мы забыли про вот этот вот графитовый воротник или графитовую вставку. И пришлось там демонтировать. Саня делал, много времени на это потратил. Но, как говорится, не виноватая я. Он сам забыл. Он — это не Саша. Короче, все хороши. Едем домой, посмотрим, сколько видео наберет просмотров. Если зайдет, то буду делать такие дни. Нам, блогерам, что, сымай да сымай, ё-моё. А вам что, смотри да смотри.